Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимов. И сегодня у нас вот такая интересная кокетка, состоящая из двух узоров. Там, где рукавчики ажур, а там, где тело более плотное. Предлагаю посмотреть. Тем более еще и есть схемочка, что тоже немаловажно. У меня очень красивые слонимские ниточки. Это новый завоз. Хлопок плюс пам. То есть мы вяжем уже на лето. Вяжем ажурную блузочку реглан. Рукава будут у нас ажурные, а все тело у нас такое будет более плотное. Вязание начинаем, как всегда, как обычно, с колечек. Мне удобно считать колечками. Удобно начинать. Как я вяжу наборный край, показываю. Постоянно 1, 2, 3, 4 воздушные петли. И в первую воздушную петлю вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3, 4. В первую петельку столбик с одним накидом. Сколько я набрала? Я набрала по вырезу головы. У нас идет кокетка реглан. И таким образом распорядилась набранными петлями. Можно колечки добавить на ту длину, которую вы хотите. Я сделала таким образом. И поставила маркер там, где у меня будет реглан. Вот, реглан будет здесь. На рукавчик я оставила 5 колечек. Шестое колечко реглан. Вот смотрите, вот колечко реглан. Считаем 1, 2, 3, 4, 5. Это у меня будет рукав реглан. Это шестое колечко. 10 колечек я оставила на спинку. В одном поставила реглан. Вот. Опять у меня получилось 5 колечек на рукав. Реглан поставила, маркер. Маркер в 5 не входит. Отдельное колечко, шестое. И 10 на спинку. Нужно вам больше, наберите колечек больше. И распределите поровну. Две стороны у нас должно быть рукав и 2 стороны спинка перед. Хотите на перед поставить больше колечек, тоже можно. Рисунок это разрешает. Теперь наша задача все наши колечки выровнять столбиками вверх. Вот наша вот эта красота останется внизу. Это такая будет обвязка красивая. Вот. А столбики, которые мы с вами провязывали, нам нужно выровнять вязание и начать вязать. Вязать начнем с реглана. Вот. Выровняли. В первую петлю столбик закрепили. И теперь вяжем таким образом. Реглан, смотрите, мы входим в реглан. Вяжем так. 1, 2, 3. И еще. Получается у нас 3 столбика, 3 воздушные петли. Это вяжется реглан. Линия реглана будет вязаться всегда одинаково. 1, 2, 3. Схема простая, но мне кажется очень интересно за счет того, что рукава будут ажурные, а основа будет более плотная. Реглан связали. Теперь воздушная петля между колечками, столбик с одним накидом. Воздушная петля между, теперь само кольцо, за столбик, столбик с одним накидом. Воздушная петля между. Наша задача провязать все наши колечки, превратить вот такие квадратики. Для чего? Потому что узор, смотрите, он начинается с филейных квадратиков. Столбик, воздушная петля, столбик. Мы с вами сейчас сделали обвязку и провязываем первый ряд одинаковый абсолютно. Столбик, воздушная петля, столбик. Там, где у нас идет маркер стоит, вяжем линию реглана. 3 столбика, 3 воздушные петли, 3 столбика. Вот таким образом начинаем вязание. Перед регланом воздушная петля, а потом идет регланчик. Подходим к маркеру. Как мы провязываем? Смотрите, мы провязали столбик с накидом, воздушная петля, между колечками столбик с накидом, воздушная петля и реглан. Реглан это 3
столбика с одним накидом и 3 воздушные петли. И еще 3 столбика. 1, 2, 3. Воздушная петля между колечками в столбик. Между колечками в воздушную петельку вяжем столбик. И продолжаем вязать первый ряд. Столбик, воздушная петля между колечками, наш последний столбик, воздушная петля, присоединяемся в самое начало наших 3 столбиков, 3 воздушные петли были, 3 столбика, и мы с вами их соединительными столбиками вот так вот проходим в центр и начинаем вязание второго ряда, 3 воздушные петли, разворачиваем вязание и вяжем наш реглан. 1, 2, еще 3 столбика. 3 столбика. Остальные оставим на довязку потом. Теперь начинаем наш узорчик. Воздушная петля. Вот наши филейные квадратики. Есть 2 варианта. Смотрите. Столбик. Один недовязанный и второй. Воздушная петля. В это же место вкалывания столбик. В следующие 2 столбика вместе провязали, воздушная петля. Если вы хотите по ажурнее, вот на схеме ажурнее, а мне хочется поплотнее. По схеме надо вязать так: 2 воздушные петли, и столбик мы вяжем не в этот квадратик, а в следующий. 1 квадратик, следующий квадратик и 2 воздушные петли. Пропускаем квадратик связанный, следующий вяжем. Это по схеме. Я попробовала, мне показалось слишком ажурно. Я хотела бы тело, чтобы было вот без таких дырочек больших. Поэтому предлагаю свой вариант. 1 воздушная петля, и в тот квадратик, который мы уже вязали, мы вяжем столбик, и в следующий. Воздушная петля. Опять в этот столбик и в следующий. 2 столбика вместе, 1 воздушная петля. И тогда получается вязание более плотным. Вот. Довязываем до реглана. Вяжем реглан. Теперь у нас будет еще узор рукава. Вот такими галочками я связала до маркера. Воздушная петля у нас здесь обязательно идет. И теперь вяжем реглан. 1, 2, 3 столбика. 1, 2, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Поворачиваем нашу схему, смотрим, что нам предлагает схема. Связали реглан, теперь вяжем 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. Такие арочки. 1, 2, 3, 4, 5. 5 петелечек. Пропускаем потом 2 столбика. Столбик без накида, 2 столбика. Давайте попробуем. 1, 2, 3, 4, 5. Рукавчик может быть ажурный, я согласна с этим. Пропускаем первый столбик и провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Пропускаем 2 столбика, столбик без накида. Вначале 1, а потом 2. 1, 2, 3, 4, 5. Но сейчас посмотрим, если у нас не хватит узорчика. 1, 2, 3, 4, 5. То перераспределим. Не бойтесь распускать. Начинать вязать заново. Это не так сложно. 1, 2, 3, 4, 5. 2 пропускаем. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. Столбик без накида. 2 столбика пропустила. 5 петель, 5 петель, 5 петель. В самом конце
У меня получилось, что один столбик я только пропускаю. Но я думаю, что ничего страшного, потому что самое главное, это чтобы второй рукав был точно такой же. Потому что у нас узор начинается вот сейчас. Перед этим мы с вами набирали для того, чтобы начать узор. Вот. Самое главное, считаем колечки. На следующем рукаве у нас должно быть столько же. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот. Это самое главное. 7 колечек. Теперь делаем воздушную петлю. Как вязать? Тело мы с вами знаем. То есть мы вяжем галочку, столбик и столбик. И тут у нас уже все получилось, потому что мы одну половинку уже так связали. Воздушная петля. Довязываем до маркера, вяжем реглан и второй рукавчик, на котором должно быть точно такое же количество воздушных арочек, как и на первом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У вас может быть больше, если рукавчик будет делать больше. Ну, должно быть просто одинаковое количество. Провязала вторую половинку точно таким же образом, как мы сейчас все с вами связали. Галочка идет, воздушная петля, галочка, воздушная петля, маркер. Обязательно считаем, сколько получилось у нас на втором рукаве. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных арочек. То количество, которое было на первом рукаве. Это очень важно. Вот. А то, что у меня в самом начале получилось 2 столбика, я пропустила. Вернее, вот здесь вот я пропустила 1, а здесь вообще не пропустила. На следующем узоре это никак не скажется. Мы продолжаем, довязываем маркер, там где маркер, довязываем реглан. Рукава выровняли, получили одинаковое количество. Вот. Теперь нам нужно провязать 3 воздушные петли, либо столбик с одним накидом, он равняется 3 воздушным петлям. Теперь наша задача провязать реглан, 3 воздушные петли, развернули вязание, еще 2 столбика. Половинку реглана мы с вами провязали. Теперь вот перед нами опять рукавчик. Вяжется он очень просто. 1, 2, 3, 4, 5. То есть ажурный рукавчик, вот смотрите, с середину арочки столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Все вязание рукава, оно будет абсолютно одинаково. За счет того, что у нас будет вот эта первая арочка увеличиваться. Вот она у нас в следующем ряду будет. И за счет этого будет расти рукавчик. Вот такой у нас рукавчик получается. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. И еще одна арочка у нас добавляется. 1, 2, 3, 4, 5, 5. И реглан. Вот, с рукавом мы с вами разобрались, он вяжется всегда одинаково. Вяжем реглан и сразу же в первую воздушную арочку делаем столбик без накида, вяжем. И за счет этого у нас будет постоянный рост идти. Довязываем 3 воздушные петли, 3 столбика. И наша задача понять, как будет увеличиваться спинка и грудь. Да? Воздушную петлю мы делаем, и смотрите, в самое начало, вот сюда, мы вяжем 1 столбик с одним накидом. Это у нас идет увеличение. В следующем ряду мы будем провязывать вот в этот промежуток и вот в этот галочку новую. А пока мы создали только прецедент, там, где будем вязать в следующем ряду. Теперь мы вяжем воздушную петельку, мы вяжем галочку 1, 2 столбика и воздушная петля, и опять 1, 2 и воздушная петля. Все, галочки у нас будут, и в самом начале воздушная петля, столбик, воздушная петля, и точно так же в самом конце довязываем нашу галочку,
столбик, воздушная петля, столбик и реглан. Реглан провязали, 5 воздушных петель, вяжем и привязываем столбик без накида по центру. Вот такая простая кокетка. Думаю, что все получится даже у начинающих вязальщиц. Давайте попробуем, повяжем, посмотрим, как узорчик. Вот такая кокетка у меня получается. Рукавчики ажурные, тело достаточно плотное, не нужно даже одевать под нее какой-то подклад, как мы все это любим. Как понять, что кокетка готова? Мы ее складываем в 2 раза. И самое главное, размер проймы это наш рукавчик, вот, должен быть вашего размера. То есть поставили маркеры по углам и одели, замерили кофточку. Вот если рукавчик хорош, уже кокетка готова. И, конечно же, нам нужно знать объем. Объем можно еще добавить, когда мы будем вязать кофточку. Вот сюда воздушные петельки добавляются в подрез, и за счет этого увеличивается размер кофточки. Вот. Сильно большой рукавчик вязать не нужно, потому что у нас еще будет росток. Это тоже нужно учитывать. Росток тоже прибавляет размер рукавчика. В этом рисунке очень удобно вязать рукавчик. Я покажу, как можно его убавить. И хотела еще один нюанс добавить. Хотела показать еще вот этот столбик, который мы с вами вязали. У нас получается галочка и дополнительный столбик. Как мы его провязываем. 3 воздушные петли. Сейчас я разверну вязание и покажу. Вот. Мы вяжем 3 столбика с накидом, воздушная петля. И вот наш столбик. Мы его вяжем галочкой вот так. Вот. Обвязываем. Воздушная петля. Вот. То есть мы вводим, вот один столбик у нас был, его в узор. Дальше узор вяжется, как и вязался. То есть, смотрите, один ряд у нас столбик, в втором ряду у нас сразу же идет галочка. Вот, галочка, столбик один. Вот один столбик. И в каждом ряду у нас столбик, галочка, столбик, галочка. И за счет этого идет увеличение. В следующем ряду мы будем начинать вязание. Провяжем реглан, воздушная петля, и здесь будет один столбик с одним накидом и воздушная петля. Точно так же, как было вот до вот сейчас. Вот. Чередуем один столбик, галочка над ним. Потом опять один столбик, галочка над ним. И за счет этого происходит увеличение. Увеличение рукавчика, я показывала, происходит за счет того, что в каждом разе, в каждом ряду после реглана мы провязываем 5 воздушных петель и крепимся к той воздушной арочке, которая у нас есть. И за счет этого каждый раз у нас происходит увеличение. И вот уже такой рукавчик образовался. А в итоге уже и кокетка связана. Такая достаточно интересная. Плотного вязания. Ажурные рукава. Вот. Предлагаю связать такую красоту и порадовать себя. Всем огромное спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Продолжение следует.